В преддверии релиза eFootball версии 1.0.0 у меня все чаще и чаще возникает перед глазами тот день, когда Konami объявили, что они переносят релиз этой самой версии на весну 2022 года. Прошло немало месяцев, мы обсудили немало слухов, новостей и прочего, и вот уже осталось чуть менее суток до столь долгожданного релиза. Это уже наш традиционный ролик в преддверии анонса или же релиза, когда я делюсь своими впечатлениями, своими ощущениями, ожиданиями, и сегодня мы поговорим опять-таки об этом. Я поделюсь своими ожиданиями от eFootball 2022 версии 1.0.0, ну и заодно обсудим будущее серии в ближайшие несколько месяцев, что нам стоит ожидать и какое все-таки будущее у серии. В комментариях под этим роликом я также буду рад услышать ваше мнение по поводу этого релиза, что вы ожидаете и какое будущее у этой серии по вашему мнению. Более-менее оптимистичное или же все-таки провальное? Обязательно отпишите в комментариях. Ну и помимо активности в комментариях, не забывайте поддерживать этот ролик своими лайками, поскольку именно ваши лайки помогают продвижению как ролика, так и канала, соответственно. Релиз версии 1.0.0 сопровождается множеством недопониманий и вопросов со стороны игроков, поскольку Konami так и не досужились объяснить, что же нам ожидать в ближайшие несколько месяцев. Они не выкатили банально дорожную карту, а поэтому мы не имеем толкового представления о ближайших режимах, когда их стоит ожидать и стоит ли ожидать вообще. Все, что нам остается, так это лишь догадываться, основываться на разных слухах, домыслах со стороны заметных лиц комьюнити. Ввиду того, что игра будет продолжать развиваться и обновляться в ходе продолжающихся месяцев лета, осени, релиз версии 1.0.0 привнесет в игру немного. Он лишь оптимизирует игру, исправит ее внешний вид и исправит игровой процесс, который на первоначальном релизе представлял из себя непонятное нечто. Поэтому лично мои ожидания они не сильно завышенные. Предстоящий релиз интересует меня с точки зрения именно игрового процесса, нежели возможного наполнения игры, поскольку и так всем очевидно, что у нас появится только один онлайн-режим, который будет представлять из себя этакий аналог Ultimate Team, только уже немного в другом виде. Это не тот самый MyClub, который был у нас ранее, и, судя по всему, мы его теперь уже больше не увидим. Что же касается моих ожиданий от геймплея игры, то я подразумеваю, что теперь геймплей будет представлять из себя этакую смесь вязкости геймплея eFootball и большинства механик из предыдущих частей PES. Также появятся новые механики, чего стоит тот самый ошеломительный удар и ошеломительный пас. Поэтому от нового геймплея я ожидаю, что он станет более играбельным и даже более увлекательным, нежели это было ранее. Как я и говорил в ролике, который был посвящен обзору геймплейных роликов, увиденное мне относительно понравилось, но одно дело посмотреть на этот самый геймплей, а другое дело его попробовать. Поэтому я жду этот релиз, чтобы опробовать обновленный игровой процесс. Фанатам же карьерок и прочих онлайн-режимов стоит ожидать конца года, а именно осенних месяцев. Где-то примерно в этом промежутке и ожидается релиз офлайн-режимов. Это в лучшем случае. В худшем же придется ждать 2023 года. Если бы релиз версии 1.0.0 не сместился с осени на весну, то возможно, что мы уже сейчас бы получили эти самые офлайн режимы. Однако реальность такова, что Konami все похерили и все перенесли, а поэтому ждать теперь придется еще дольше. Благо, у нас есть 21 часть, у нас есть патчи, и в течение полугода, а может быть даже и года, мы продолжим улучшать 21 часть, чтобы хоть как-то скрасить время ожидания. И какое же будущее ожидает серию eFootball? Как я неоднократно говорил, и в целом мы говорим уже об этом чуть ли не год, eFootball это теперь игра-сервис. У нее не будет полноценного вида, а поэтому я и называю релиз версии 1.0.0 полной версией. Полная версия представляет для меня целостность игры, ее оптимизацию и полностью рабочий игровой процесс. Присутствие тех или иных режимов не обязательно. Согласно различным слухам от разных источников, следующее обновление нас будет ожидать летом, а скорее всего в июне, ну на крайний случай в июле. И там же нам стоит ожидать новые онлайн-режимы. Стоит понимать, что теперь направление у игры по большей части на онлайн, а офлайн остается на втором плане. Поэтому офлайн режимы появятся только после того, как появятся все онлайн режимы. Я полагаю, что если Konami сделали выводы из неудавшегося релиза eFootball, то они не будут торопиться с релизом последующих обновлений и следующих режимов. А поэтому, если они будут придерживаться своего плана, создадут нормальную дорожную карту, которая будет придерживаться по срокам выполнения работы, по срокам релиза того или иного контента, то будущее у игры в принципе неплохое. Да, придется ждать очень долго, но в конце концов мы можем получить достаточно универсальный футбольный продукт, на который также поглядывает и FIFA, и после 23-й части планирует перейти на такую же систему.
А поэтому, пока конкуренты из EA Sports не подтянулись, самое время укрепить свои позиции в области игр-сервисов. И это были мои скромные ожидания и мысли по поводу будущего серии eFootball. Ваше мнение по поводу всего услышанного, а также по всем вопросам, которые мы подняли в этом ролике, я буду ждать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать это видео своим лайком, поскольку именно ваша активность помогает продвижению роликов. Уже завтра на нашем канале пройдет соответствующий стрим, на котором мы совместно с Ромой с канала PSFlix и с Юрой с канала PS Russia обсудим новое обновление, посмотрим реакцию зарубежного комьюнити, а уже потом непосредственно посмотрим на обновление в самой игре. Следите за всеми анонсами в группе ВКонтакте, в моем телеграм-канале, ссылки на которые присутствуют в описании, а также во вкладке «Сообщество» на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч, друзья!